Привет, друзья! Праздники давно закончились. Брат, что ты понял? Это Навальный. Был рад учить, что был Максим Шевченко. Друзья, всем привет! Меня зовут Тропин Евгений. Это видео записываю специально для YouTube канала Тихий Барин. Давненько для Дмитрия не снимал роликов о ШИИСе. И сегодняшнее видео я посвящу нашим постам, проведу экскурсию по всем дежурным постам, где мы дежурим, где мы живем, где несем вахты. То есть вкратце постараюсь в один ролик уложиться и рассказать вам про наши 7 постов, которые защищают ШИИС, защищают наш русский север от завоза московского мусора. Доброго дня! Сегодня снова немного о ШИИСе. Казалось бы, тема уже такая затихающая, не хайповая. А я смотрел ролик и думал, вот сижу я в многоквартирном доме, пью компот, под окном ракета, старенькая, но вполне еще ничего, магазины во все 4 стороны в сотни метров, интернет 100 мегабит. И самое главное, я в относительной безопасности. Я в зоне комфорта. Нищебродского, но комфорта. Мне говорили не раз, не называй людей нищебродами, это оскорбляет. Но я и себя так называю. А что делать? Я такой не из-за пустой головы, не из-за кривых рук или необоримой лени. Я такой по другим, странным каким-то и часто независящим от меня причинам. По месту рождения, по наследству, по национальности, в конце концов. И не надо меня критиковать за такие суждения, это мое, это я никому не навязываю. И все равно я в комфорте, я привык к нему, я не обращаю на него внимания. Но вот смотрю на эти палатки, грязищу, дождь, и мне даже за компьютером становится зябко и неприятно. Я понимаю, что не хочу туда. День-два это максимум. И у меня есть оправдание, здоровье не позволяет. А если бы позволяло? Ну, если бы позволяло, да деньги были бы, да пара надежных друзей в попутчике. Ну, в общем, нет. Я служил год в тех местах, севернее, правда, на 104 километров. И я знаю, что это такое. А они там живут. И они сумели доказать, что мнение нищеброда может на что-то влиять. Уперлись, сидят там и не уходят. Как говорил классик, уж зима катит в глаза. Они сидят, посты только благоустраивают. Конечно, это нельзя сравнивать по значимости с тем, что происходит в Москве. Там все решается. А ШИИС это всего лишь большая помойка для тех, кто или митингует в Москве, или бьет митингующих по башке, или просто зарабатывает деньги и не знает ни про первых, ни про вторых. Таких, кстати, в Москве больше всех, аполитичных и аморфных. Потому и живем так реально. Правительство делает все возможное, чтобы питерцы и москвичи особо не думали. Зарплаты, пенсии значительно выше, чем в регионах. Медицина с образованием еще есть пока. На всякие фашистские реформы у них всегда то отсрочки, то каникулы, то какие-то привилегии. И северные мусорные полигоны, они из той же серии. Москвичи и область шумят из-за полигонов. Нужно что-то срочно делать. Вкладывать реально в переработку мусора никто не будет. Зачем вкидывать огромные деньги в ремонт квартиры, если все равно продаешь ее недорого? Думаю, план и был такой: напеть про заводы, поднять в связи с этим тарифы и завалить мусором окраины страны. На их век хватит, а рабы квакать не будут. Но тут мелочь какая-то подняла голову и планы портит. А в тайгу, конечно, можно и ублюдков из ЧОПов понагнать, и карателей государственных официальных, но ведь там могут и убивать начать из-за кустиков. Власти надеялись, что зима их разгонит, но и это не получается, они только утепляются и уходить никуда не собираются. А если все так сделают, наберутся смелости и пошлют Москву нахер в конце концов. Где власти помойку соорудят? В комментариях видел, москвич спрашивает оппонента: а что же нам делать тогда? Что же нам в мусоре погрязнуть? Удивительные люди. Нет, конечно, не надо. Привозите мусор ко мне домой и складывайте возле двери. Я буду привыкать и создавать для себя новую зону комфорта, теперь с вашим мусором. Я-то утрирую, конечно, но ведь не позволят в ШИИСе. Найдут другое место, другой поселок, другой регион. И пока будут находить, за чей счет москвичей в покое содержать, ничего в России не поменяется. И касается это не только мусора. В общем, интересного и полезного просмотра. Благодарю всех за любое участие. И всем удачи! Вот мы недавно только что приехали с поезда, слезли в Мадмосе. Нахожусь на станции Мадмос, вот на таком интересном старом здании ЖД вокзала. Сейчас я камеру поверну, покажу вам, какой это старый стиль. Интересные арки такие красивые, колонны красивые. Вот специально сюда сел, чтобы записать вступительную часть, показать вам
Такие интересные колонны. Я так понимаю, это само старое здание железнодорожное в Мадмосе. Ну, замок не знаю, почему не висит. Может, оно работает. Хотя написано зал ожидания. Режим работы, значит, работает. Просто почему-то все машины останавливаются там. Всех встречающих с поездов там встречают, и там остановочка. И тут новое здание построено. Но суть не в этом. Суть в том, что мы находимся сейчас в Мадмосе. Ну и с Мадмоса мы выдвигаемся в Шиес. И все вам покажем, все расскажем. Не переключайтесь, будет интересно. Значит, помните, в серединке вот стоит Шиес сам, этот полигон, который строящийся, да? Слева внизу, если смотреть по карте, примерно в 20 километрах Урдама, вот где мы сейчас находимся. А справа вверху Мадмос, через который мы сейчас ездим, добираемся. Получается, Шиес, станция Шиес железнодорожная, со всех сторон заблокирована, в середине поезда не останавливаются, а по бокам, со стороны Урдамы и со стороны Мадмоса, подъездные пути перекрыты, там Газпромом перекрыты и ментами перекрыты. И вот сейчас мы как раз находимся слева внизу, получается, в Урдаме, находимся на газотрассе. Вот газотрасса. По этой дороге, кстати, можно туда приехать, до нашего костра. И вот, видно, тут перекрыто этими газовые охранные, стоит будка и газовый шлагбаум. Дорога принадлежит Газпрому. Газпром запрещает проезжать по этой дороге. И в эту сторону тоже шлагбаум стоит. Собственно, чем мы сюда приехали? Хотел вам показать еще один блокпост. Самый первый, основной, который берет на себя основную нагрузку при прорыве бензовозов. Это вот пост в Урдаме. Потому что бензовозы, они оттуда приезжают. И по договоренности с Газпромом им открывают ворота и могут пропустить туда. Ну и чтобы этой фигни не произошло, жители Урдамы тут организовали еще один блокпост. Получается, в 30 километрах от Шиеса. Ну там точно не померить, потому что дороги лесные, они кривые, кругловатые. То есть вот тут люди, тоже местные жители, несут круглосуточное дежурство и контролируют ситуацию. Вся основная нагрузка при прорыве бензовозов ложится вот как раз именно на людей, которые здесь дежурят вот на этом посту. Пост называется шлагбаум. Ну а тут тоже навесик, костер, чай попить, от дождя спрятаться. И здесь самое главное, такие классные оформления сделаны. Сейчас посмотрим. Лягушки нарисованы, чайки и... О, точно! Так это же чайки и орлы. Где он там? Вот он. Мусорные чайки и мусорный орел. Так что вот такой пост. Вот при тревоге сюда люди стягиваются, с Урдамы приезжают. И здесь происходит движуха. Тут были такие весенние фотографии, летние. Очень-очень много людей собирается. Может, вставлю, если не забуду, сюда найду фотографии. Покажу эти фотографии, когда тут сотни людей просто собирались, когда были попытки прорваться бензовозом. Ну тут приехать, что буквально минут 10, и сразу полпоселка сюда собирается. Мы вот так вот параллельно ехали. Против свалки жители все, никто нас не слышит, хоть полком кричи. Ну что вы задумали здесь, москвичи? Свалки не надо, люди кричат, свалки дети нам не простят, никто нас не слышит, хоть... Сейчас мы чайку бахнем. Так, что у нас тут есть покушать? Сейчас я камеру поверну. Тут рыба, колбаса, рыба. Колбаса, сало. Так, печенюшки, конфетки. Сахарный песок, заварка. О, арбуз. Так. Там, смотрите, дальше уже, что я говорю, не слышно. Ага. Вот Вот сейчас так я вот. сюда. А я думаю, вот сюда. Это тоже. И там всякие запасы, да, еще есть? Да. Ну, а как же, мы же Тут у нас приносим все вон же. Зарплату нам не платят. Это точно. Тут. Да, уже Вот каждый чего раз говорим, только. конечно. Кто чего тут говорит.
Все, ребята, чайку бахнем и пойдем работать дальше. Снимать. Все вам покажем, сейчас все расскажем. Ага. Друзья, всем привет! Сегодня у нас опять очередное необычное путешествие. Я что-то вот за полгода путешествия в ШИЭС, посещения в ШИЭС, вернее, не акцентировал внимание, все время в ШИЭС приезжал, а так вам как-то что-то не рассказывал, что кроме шиэсских постов есть еще 2 дальних поста. И вот, грубо говоря, за полгода езды в ШИЭС я только недавно побывал в Урдаме. Это дальний пост, пост называется Шлагбаум. Еще один дальний блокпост находится недалеко от Мадмоса. И вот сегодня как раз мы на этом блокпосту дежурим. Тоже я спустя полгода приехал сюда первый раз. Если смотреть по карте, сейчас я карту вставлю вам сюда. Получается, в Урдаме мы были внизу слева, если смотреть по карте. А сегодня мы недалеко от Мадмоса. Это, если смотреть по карте, то вверху справа. И этот блокпост называется переправа, потому что вот через эту реку происходит переправа бензовозов. На пароме они проезжают. Сейчас машина пройдет. Здесь паромная переправа, и через эту паромную переправу возможен прорыв бензовозов. И чтобы этого не произошло, здесь тоже есть дежурный блокпост, где... Ой, машина проехала, что-то солярой запахло. Вот. Есть еще один блокпост, который как раз защищает ШИЭС от прорыва бензовозов с севера, скажем так. Сейчас я включу большую камеру, и на большой камере все вам покажу, посмотрим. Проведу вам экскурсию. Итак, здравствуйте, защитники ШИЭСа. Здравствуйте, Здравствуйте, солнышко. здравствуйте. Что нам можете интересного рассказать? Пожаловать. Ну как же. Приятно вас видеть. Да. Приезжайте к нам почаще. Помогайте нам в нашем деле. Да. Что вы здесь делаете? Расскажите нам. Ну как, встречаем людей, которые едут на ШИЭС. Обязательно их покормим. Вот Галина лучше скажет. Это импровизированная Это летняя кухня. Летняя уличная кухня. Да. Только что мы здесь покушали, пообедали. Вкусненько нас накормили очень. Тут костерок. Чайники греются на костре. Так. Московские отходы на Рублевку. Кладбище уж не показывает. Да нет, кладбище как, нормальное явление. Тут дровишки лежат. Да, мужички. И там дровишки лежат тоже, колотые, подсыхают. Так, что тут еще интересного есть? Вагончик покажи. Вагончик знаменитый, со знаменитой вывеской. 300 республиканцев. Посмотрим, что у нас в вагончике тут есть, как все организовано. Печечка, утепленный вагончик. Сейчас зайдем, посмотрим. Опа! Что в вагончике? 2 спальных места, печка. Так что вечером ночевать вообще тепло, все хорошо. Телевизор стоит. Правда, я не знаю, работает или не работает. Наверное, работает. Можно потом будет вечером проверить. 2 спальных места, стол. Теплый вагончик, хороший. Утепленный, двойные стенки. Так, что тут у нас еще есть? Тут посуду можно помыть. Тут еду приготовить. Плитка газовая. Здесь руки помыть. Водичка текет. Это питьевая вода на чай, на еду. Это техническая вода, руки мыть. Так, что еще интересного? О, сейчас в теплицу сходим, посмотрим, как там в теплице, что есть. Так, и сама тепличка, где все хранится, да? Продукты питания. Тоже такая уютненькая, все, диванчики стоят. Можно отдохнуть. Диванчики, столики, холодильник. Холодильник работает? Работает. Да. Тут все покушать. А кто еду привозит? Здесь все местные, да, приезжают?
Все едут и все с сумками. Потому что на Шиисе, понятно, там со всех городов, И а здесь также. тоже со всех городов Да, сюда да. довезут. Все, кто не едет, все останавливаются. Что-нибудь это передают. Молодцы, молодцы, ребята. Всем спасибо, кто помогаете. С Яринска много привозят. Молодцы. На бессрочку приносят тоже. Люди помогают все. Так что, видите, все народное. Вот сегодня Всё мешок собирают. картошки привезли. Да, кстати, картошку Яринска. только что картошку привезли. Целый мешок. Мешок картошечки. Так что все народное, все люди собирают. Никто нас тут не финансирует, как многие глупости пишут в комментариях. Все собирают люди. Мята на чай. Мята? Мята. Точно, мята. Сушеная мята. Пройтись, что ли, вам экскурсию по лесу провести, пока не стемнело. Может, какой гриб найдем. Здорово, тут хоть походить можно. В Шиисе особо не расходишься, кругом сыро, в сапогах приходится ходить. А здесь вон, я даже не переодевался, как приехал, так и хожу. Здесь по суше территория. Белый мох, сосновый бор. О, какая красивая природа, да? Кто там в тайгах-то никогда не бывал? Вот он, белый мох растет. Сейчас покажу. Опущу пониже камеру. Показать вам, что такое беломошник. Итак, друзья, всем привет! Не знаю, куда я вставлю этот ролик. Может быть в начало, может быть где-нибудь в конец. Ну, лишним раз поздороваться не будет. Сейчас нахожусь на костре. О, сейчас я сколько вам интересных новостей расскажу. Вернее, даже покажу, а не расскажу. Костер вообще развивается, разрастается. Ого-го! Все здорово так сделано. Костер готов к зиме. Сделаны теплые домики, утепленные. Так что многие спрашивали, там вопросы задавали, как вы будете зимовать. Зимовать мы будем качественно, в теплых, в новых построенных домиках. Так что спасибо ребятам из Урдамы. Вот такие домики сделали. Теперь никакие морозы не страшны нам. Сейчас все покажу. Сейчас я камеру немножко поправлю. Так. Сначала зайдем на кухню. Получается, вот такой построен новый домик. Когда раньше, помните, навес был открытый. Сейчас все закрыто. Дождиком не мочит, снегом не капает. Так, заходим. Что тут у нас есть внутри интересного? А внутри вообще все интересно. Все вообще изменилось. Здорово стало. Тут кухня получается. Готовим еду. Ну, точно так же продуктовый склад в этом же месте остался. Дальше у нас кухня плавно переходит в обеденный зал. Здесь ребята обедают, кушают. Ну, можно отдохнуть, даже там скамеечка есть. Все культурно, все сухо. Есть где переночевать. Кстати, сейчас пройдем дальше, посмотрим отсек для ночлега. Ну, больше не для ночлега, а для несения ночной вахты. Все, печка тут. Спальные места, чтобы посидеть, отдохнуть. Ну и обзорное пространство, чтобы контролировать дорогу, по которой могут прорваться машины. Удобно, сухо главное. И ничего ветром не дует, дождем не мочит. Сейчас еще дальше сходим. Посмотрим сами домики теплые, в которых можно ночевать ночью. Переночевать, отдохнуть, сходить спокойно. Так. Вот оно. Вот про что вы спрашивали. Вы спрашивали, как мы будем зимовать. Вот, домики, зимние квартиры построены. Сейчас зайдем, покажу все. Все, как видите, готово. Отсек, ой, вот, вернее, этот вход и разветвление на 2 отсека. Там уже люди живут, ночуют, спальные места готовы. Электрический обогреватель от генератора. Все уже тут сделано, люди живут. Люди уже ночуют. Свет. Ну, свет заводим ближе к вечеру, когда темное время суток. Так что сейчас генератор не работает.
Так, и второй отсек, тоже готовый. Тут уже спальных мест побольше, тут человека 4-5 может влезть при желании, при необходимости. Тоже уже все хорошо облагорожено, и печка установлена. Этот отсек топится печкой. Ну, в принципе, если двери не закрывать, вот эти две оставить, тогда все это пространство будет печкой отапливаться. А если там, допустим, женщины, мужчины по отдельности или семья какая-то отдельная приедет, то тогда дверки можно закрыть, чтобы не смущать других людей и там обогреваться обогревателем. Вот такой классный домик. Итак, дождливая сырая погода. Дождь идет уже весь сырой. Подхожу я с костра и подвигаюсь к нашему следующему посту. Пост называется станция. Вот, собственно, там наверху на куче щебня стоят наши ребята, дежурят, наблюдают за обстановкой. Ну, впереди, как видите, стоят два говночопика, наблюдают за нами. Сейчас хожу, нужно расписание посмотреть. И, скорее всего, этих ребят, а может, следующих, уже пойду я менять. Так что поднимусь на кучу щебня и с высоты, с кучи щебня посмотрим всю окружающую обстановку. Там сверху все хорошо видно. Все вам покажу и расскажу.